Всем привет, это канал Workshop Customs. Это четвертая и заключительная часть обзора на новый серийный страйкбольный пистолет-пулемет от компании LCT. В этой части я остановлюсь максимально подробно на прицельной колодке, на цеве, газовой трубке, на колодке мушки и ДТК. Итак, поехали! Прицельная колодка стальная, держится на одном пине и двух винтах снизу. Давайте я сниму цеви, чтобы это было более наглядно. Вот что я и говорил. Один пин и два шестигранных винта снизу. Фиксатор газовой трубки болтается, и такое ощущение, что он не до конца расклепан. Но сам флажок изготовлен из стали. У меня в руках оригинальная колодка, чтобы вы их могли сравнить. Колодка реплики в целом похожа на оригинал, но шире и длиннее. Форма ушек также отличается, они толще и грубее. В целом неплохо, но копийность здесь небольшая. Кстати, обратите внимание, что хоп-ап частично вынесен во внешний ствол. Вот этот ползунок слева, это и есть часть хоп-апа. Я вот сейчас подвигаю, чтобы вам было это более понятно. Теперь немного о прицельной планке. Слева планка от нашей реплики, справа планка от боевого пистолета-пулемета Бизон. У Бизона планка очень похожа на планку Витязя, поэтому для сравнения она вполне подойдет. Как вы видите, они очень похожи, но за некоторыми исключениями. Деление на планке у реплики, так же как и у оригинала, на 50, 100, 150 и 200 метров. Но цвет отличается, так как на оригинальной планке цвет светло-серый, как у Бизона, ну и у Витязя соответственно. На нашей реплике цвет черный. Гравировка также немного отличается. Еще на что хотел бы обратить внимание, что планка у реплики где-то на 3 мм длиннее, чем у оригинала. Цевья стандартная, автоматная, из полимерного материала. Никаких сюрпризов тут ждать не стоит, респланок здесь тоже нету. Одним словом, полная классика. Одна из болячек, которую я заметил, это существенный люфт в этих направлениях. Как вы видите, оно аналогично остальной серии АК. Установка и демонтаж также аналогичные. Снимаем газовую трубку. И демонтируем само цевье. Газовая трубка стандартная, только короче примерно на 45 мм по сравнению с аналогичными трубками от АК 100 серии или АК 74М. Для сравнения, у меня в руках стандартная газовая трубка АК серии. Трубка изготовлена из стали, накладка на ней изготовлена из полимерного материала. Здесь так же, как и на цевье, есть существенный люфт в некоторых направлениях. То есть люфт здесь и вот здесь, ну и сама накладка также хорошо гуляет. Колодка мушки выполнена из стали. Мушка на ней также стальная.
Фиксируется колодка на 2 вот этих штифта и на один шестигранный винт снизу. Для большей наглядности у меня в руках оригинальная колодка. Как вы видите, они очень похожи, только у реплики она немного шире. Давайте посмотрим оригинальную колодку. А теперь посмотрим колодку у реплики. Читал где-то в комментариях, что на этой копии пистолета-пулемета газовая трубка неправильно примыкает в эту колодку. Хочу сразу развеять этот миф, так как со стороны газовой трубки эта колодка выполнена так же, как и на оригинале. Внизу колодки, так же как и на оригинале, есть небольшая короткая планка Пикатини. В принципе, я даже не знаю, что на нее можно повесить. В целом, эта колодка получилась у LCT более удачная, чем прицельная. Дульный тормоз-компенсатор выполнен из стали. По внешнему виду очень приближен к оригиналу, но немного отличается. Отличается как исполнением, так и резьбой. Для наглядности я достал оригинальный ДТК, поэтому вы можете их сравнить. Как вы видите, внешнее исполнение другое. А также есть разница в резьбе. У реплики резьба 14-, у оригинала резьба 16+. Также обратите внимание, что ТТК у реплики немного длиннее, чем оригинал. Минусом ДТК у реплики является то, что он очень сильно люфтит. Из-за того, что ему не хватает пары витков, чтобы попасть пазом вот в этот пенек. То есть, соответственно, у нас получается вот такой люфт. Приходится либо не докручивать и смириться с этим люфтом, либо докрутить до конца, игнорируя этот паз. Но тогда у нас сам ДТК центруется неправильно. То есть вот эти жабры ровно не ставятся. С внешним стволом ситуация аналогичная. Из-за того, что на нем резьба 14-, поставить оригинальный ДТК не получится, так как на оригинальном ДТК резьба 16+. Он просто утонет на этом стволе. Если только сделать какой-либо переходник с резьбы 14- на 16+. Подводя итог и резюмируя все прошлые части, могу с уверенностью сказать, что пистолет-пулемет действительно удался. Компания LCT постаралась, есть, конечно, свои плюсы, есть свои минусы, но в целом довольно-таки приличная игрушка. Я думаю, свою нишу на нашем рынке страйкбола она в любом случае займет. Если вам понравились все эти части, если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!